Добро пожаловать в мир сказок бабушки Сонбо. Сегодня я расскажу вам интересную сказку. Она называется «Приключения принцев Вита и Влада». В одном царстве-государстве жили-были король с королевой. Жили они долго и очень весело. Почему весело, спросите вы? Да потому, что у них было 3 детей. Старшая дочь на выданье, которую надо было как-то выдать замуж, и 2 сына принца. Разница между сестрой и средним сыном 8 лет, а между братьями всего 2,5 года. Росли принцы вместе, и им никогда не было скучно. Они всегда находили себе развлечения. Среднему ребенку было 11 лет, а младшему 8,5. Они оба доставляли всему королевству столько хлопот, что ни одного дня от них не было покоя. А еще они всегда разыгрывали свою старшую сестру и тем самым доставляли ей немало неприятностей. Все потому, что она с самого их рождения считала себя взрослой и пыталась воспитывать своих младших братьев. А это как раз и не любили принцы. Когда они были совсем маленькими, она наряжала их принцессами, и им приходилось все это терпеть. Но когда они подросли, им уже не очень хотелось ходить с бантиками, носить девчачью одежду и быть послушными. Им перестало нравиться то, что она вмешивается в их мужские дела. И вот однажды ночью братьям не спалось. Они решили развлечься и подшутить над всеми своими близкими. Братья поднялись с кровати и пошли на кухню. Достали с полки бочонок с жиром и, заходя в каждые покои, намазали пол около каждой кровати, а также все ручки дверей. Зашли не только в комнаты слуг и служанок, но также и в покои короля и королевы. Щедро намазали пол около кровати своей сестры. Спускаясь вниз по лестнице, обильно смазали все перила и ступеньки. После проделанной работы отправились отдыхать. Утром во всем замке творилось что-то страшное. Это был сплошной хаос. Никто не мог нормально встать и одеться. Падали на скользком полу, пищали и визжали. Никто не мог нормально подняться. Король и королева звонили в свои колокольчики, но слуги тоже не могли к ним прийти. Там творилось то же самое. Тазик с водой упал, и стало еще труднее подняться. Принцесса визжала так, что слышно было даже во дворе. Когда дворецкий хотел подняться по лестнице к ней и помочь, то всякий раз съезжал на заднице обратно вниз. Он пытался вскарабкаться, держась за перила, но и это ему никак не помогало. Дворецкий вновь и вновь съезжал вниз по лестнице, считывая все ступеньки. Целых полдня ушло на то, чтобы убрать весь жир и вымыть все покои. После этого происшествия
Король обоих принцев в качестве наказания отправил убрать конюшню и почистить всех лошадей. Король с королевой думали, что таким образом накажут своих непослушных принцев. Но для братьев конюшня была целым клондайком для новых приключений. Они должны были подготовить всех лошадей к завтрашнему дню. У королевы и короля и всей королевской свиты намечалась прогулка верхом на лошадях. Вит и Влад, так звали принцев, не могли оставить это просто так. Они смешали овес со слабительным и насыпали во все кормушки лошадям на ночь. На утро вся свита была готова к прогулке. Все надели на себя красивые наряды для верховой езды. Ждали короля и королеву. Первыми на коней уселись, естественно, они, а позади них стоял главный министр и вся королевская свита. Они ожидали, когда к ним приведут лошадей. Но тут у королевского коня началась диарея. Он поднял свой хвост и как дал газу. Министр и вся свита оказалась вся в навозе. Когда подвели других лошадей, то и у тех началось то же самое. Во дворе творилось что-то невообразимое. Кони все забрызганы. Вся королевская свита оказалась с ног до головы в дерьме. Слуга, стоявший у ворот, стал смеяться и широко открыл рот. И ему в харю тоже прилетело. Начищенные кони все были в навозе. За всем этим наблюдали виновники этого представления. Они держались за животы и смеялись. Влад сказал: «Да, печалька, прогулка не задалась». Вит катался со смеху по полу. Прогулку верхом пришлось отменить, и все отправились мыться и приводить себя в порядок. Вита и Влада наказали и заперли в их же покоях от греха подальше. Целую неделю они были взаперти, а это для них смерти подобно. Когда отец над ними сжалился и снял с них наказание, они отправились на свое любимое место, на крышу. Оба брата лежали и грелись на солнышке, загорали. Одна голова хорошо, а две лучше. И они снова кое-что задумали. Вечером оба отправились на прогулку к пруду, который был недалеко, около леса. Там было очень много лягушек. Все они дружно квакали, и это был лягушачий концерт. Братья наловили квакушек целую корзину и ночью пробрались на кухню. Насыпали их во все кастрюли для приготовления еды и во все корзины, где хранились овощи. Прикрыв все крышками, чтобы те не разбежались, отправились к себе и легли спать. Утром всех разбудил страшный ор на весь замок. Крики были слышны на всю округу. На кухне стоял страшный визг. Все слуги прыгали и скакали от этих маленьких тварей, прыгающих по всему полу. Повариха никак не могла понять, откуда появилось столько лягушек,
да еще в каждой кастрюле и в каждой корзине за одну ночь. Часа 2 там творился хаос. Те, кто боялся лягушек, визжали, а кто нет, собирали этих земных квакушек и выносили вон. А лягушки прыг-прыг и снова оказывались на кухне. Полдня понадобилось, чтобы всех выловить. Все догадались, чьих это рук дело. Король и королева, конечно же, любили всех своих детей, но сыновья доставляли столько неприятностей, что им ничего не оставалось делать, как наказывать Вита и Влада, чтобы успокоить своих подданных. Родители снова заперли принцев на неделю в покоях. Еду им приносили прямо в комнату. Выходить на улицу им было запрещено. Неделя прошла, и братья снова были на свободе. Принцесса уже достигла брачного возраста, и ее родители уже подбирали ей жениха. И вот к ним из соседнего государства ехал принц, чтобы посвататься к принцессе. На этот же день у Вита и Влада были свои планы. Они отправились на пасеку посмотреть, как пчелы мед добывают, который они так сильно любили. Старый пасечник целое утро трудился на пасеке. Он менял рамки, полные с медом забирал, а пустые ставил на их место. Старик притомился, сел в тенек под деревом отдохнуть, да и задремал. На его голове была одета защитная сетка, она защищала от укусов пчел. Мальчишки тихонечко прошли мимо него. В руках у них были палки, чтобы достать мед. Открыв крышку одного улья, начали шурудить ими искать мед. Но пчелам такая наглость и беспардонность не понравилась, и они очень не хотели отдавать свой мед. Разозлившись, они целым роем вылетели из улья и напали на воришек. Оба принца покидали палки и со звуком реактивной ракеты промчались мимо спящего старика. От ветра, создавшегося от мальчишек, сдуло с него защитную сетку. Часть пчел полетела за воришками, а часть задержалась над пасечником. Им очень не нравилось, что он постоянно забирал у них с таким трудом добытый мед. Пчелы решили, что так они это дело не оставят. От жужжания старик проснулся. Он увидел, что крышка одного улья открыта, поднялся и поспешил ее закрыть. Но пчелы, разозлившись на него, подумали, что он снова полезет отбирать у них мед. Ни о чем не подозревающий старик подошел к пчелиному домику, думая, что у него сетка, полез за крышкой, чтобы закрыть улей. И тут пасечнику досталось от пчел по полной программе. Продолжение следует. Мои дорогие, я надеюсь, вы весело провели время с моей сказкой. Тогда подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить продолжение сказки. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч, мои дорогие!